Привет, Арми. Во время недавней прямой трансляции BTS произошло много событий, которые привлекли наше внимание, но один момент особенно запомнился. Он незаметно раскрыл глубину связи между Тэхёном и Чингуком. Все началось с того, что Намджун вспомнил прямую трансляцию, которую Тэхён и Чингук проводили с Джином. Джин рассмеялся, сказав, что не помнит, кто первым предложил это, Тэхён или Чингук. Без колебаний Чингук сразу же указал на Тэхёна. С нежной улыбкой и теплым голосом он сказал, что это Тэхён предложил. Затем Чимин вмешался, спросив Тэхёна, почему он хочет начать прямую трансляцию. Реакция Тэхёна была спонтанной и характерной для него. Он прикрыл рот Чимина мандарином, как бы пытаясь остановить разговор, прежде чем он зайдет слишком далеко. Атмосфера взорвалась смехом, Джей Хоуп и Чингук сразу поняли его мысль, без лишних слов. Язык тела Тэхёна и Чингука говорил громче любого диалога. То, как они смотрели друг на друга, то, как они понимали друг друга без долгих объяснений, то, как они естественно поддерживали друг друга, все это было очевидно любому, кто действительно внимательно следил за ними. Их отношения казались другими, более глубокими, более интимными. Особенно, когда они находились в пространстве, позволяющем им расслабиться и быть самими собой. Когда я вспоминаю их прямые эфиры из дома Чингука, разница ощущается еще сильнее. Там они казались спокойными, отдохнувшими и совершенно свободными. Они беззаботно смеялись, делились комфортным молчанием, наслаждались обществом друг друга без давления. Атмосфера демонстрировала Тэхёна и Чингука в их самом искреннем проявлении – отношения, построенные со временем, привычкой и настоящим взаимодействием. Было бесчисленное множество маленьких моментов, которые постоянно подтверждали эту близость. Когда Тэхён делал какой-нибудь мемный жест, Чингук сразу его понимал, то же самое делал и Джей Хоуп, и они без колебаний его имитировали. Такое понимание не возникает само по себе, оно растет со временем, благодаря совместному времяпрепровождению, общим шуткам, общим отсылкам и многократным общим переживаниям. Тэхён и Чингук снова и снова доказывают, что их связь выходит за рамки поверхностного. Когда они наедине, в своем собственном пространстве, отношения кажутся крепче, честнее и цельнее. Когда меняется обстановка, суть остается той же, просто выражается она более тихо. Многие люди чувствуют эту разницу, хотя не все готовы признать это, и многие испытывают боль, когда их критикуют за ситуации, не зависящие от них. Тем не менее, Тэхён и Чингук постоянно демонстрируют, даже самыми незначительными жестами, что их отношения построены на уважении, заботе и подлинной близости. То, как они смотрят друг на друга, то, как они реагируют друг на друга, то, как они поддерживают друг друга, все это говорит о многом. Для тех, кто внимательно наблюдает, этого более чем достаточно. За эти годы Тэхён и Чингук продемонстрировали глубину своих отношений действиями, не слухами, не выдуманными историями, а реальными моментами, свидетелями которых стали многие. Простыми жестами и искренними словами они показывают, что их любовь сильна, постоянна и нежна. В их разговорах, взглядах и повседневных делах нет дистанции, вместо этого все отражает доверие и близость, которые растут естественным образом. Признаки всегда налицо, иногда они проявляются тихо, почти безмолвно, в виде легкой улыбки или заботливого жеста, иногда настолько очевидны, что их можно почувствовать даже через экран. Со временем эти признаки не исчезают. Наоборот, они становятся более зрелыми, более стабильными. Тэхён и Чингук все еще были любовью, которая развивалась, не теряя своей сути. Одно из самых особенных воспоминаний – это их совместная прямая трансляция, момент, запечатленный в памяти многих. Тэхён и Чингук выглядели расслабленными, искренними. Их улыбки были искренними, улыбками, которые появляются только рядом с тем, кто заставляет тебя чувствовать себя в безопасности. От них исходил особый свет, радость, которую невозможно подделать. Атмосфера была наполнена нежностью, долгие взгляды и маленькие жесты, которые говорили громче слов. Их флирт был нежным и естественным, словно два влюбленных человека наслаждались обществом друг друга. Их взгляды были спокойными, ненавязчивыми. Когда Тэхён заговорил о том, что будет спать рядом с Чингуком той ночью, это было не просто один раз. Реакция Чингука говорила сама за себя. Его легкая улыбка, его утешение, его счастье – все это показывало, что для них это было частью повседневной жизни. Они делили не только время, но и пространство, дом и чувство безопасности.
Этот момент напомнил многим о ночном прямом эфире, где Тэхён лежал в постели, царила тишина, Чингук спал рядом с ним, сцена, излучающая мир, доверие и простую близость. Даже такие мелочи, как нежный звук поцелуя, стали значимыми, потому что отражали настоящую привязанность. За эти годы Тэкук делился такими маленькими, но значимыми моментами, не грандиозными заявлениями, а повседневными действиями, наполненными любовью. Именно в этих деталях их связь кажется наиболее реальной. Тэкук — это единство, Тэкук — это дом. Дом Тэхёна — это также дом Чингука, потому что они создали пространство, где чувствуют себя в безопасности, получают поддержку и полностью приняты. Эта близость очевидна даже в самых простых вещах. Тэхён без колебаний берет пульт Чингука, удобно засыпает на диване, как человек, который знает, что находится в нужном месте. Тэкук не нуждается в долгих объяснениях, их отношения понимаются через то, как они ищут друг друга, заботятся друг о друге и выбирают друг друга. День за днем история разворачивается медленно, через искренние жесты, взгляды, которые задерживаются немного дольше, и постоянное присутствие. И в конце, когда все маленькие кусочки складываются воедино, общая картина становится ясной. История Тэкука не построена на одном вирусном моменте. Это история постоянства, того, как они продолжают быть рядом друг с другом, даже когда никто не просит. Такие отношения не рождаются случайно. Они растут со временем, от совместного времяпрепровождения в тишине и смехе, от обычных дней вдали от камер, именно там их связь укрепляется. Тэхёну и Чингуку не нужно ничего объявлять, им не нужно ничего доказывать, потому что то, что у них есть, всегда говорит на самом честном языке, языке привычки, языке комфорта, языке непринужденного присутствия. Многие могут видеть только поверхность, но для тех, кто внимателен с открытым сердцем, именно мелкие детали наиболее честны. Потому что зрелая любовь не всегда драматична, она часто спокойна, стабильна и уверенна. Тэкук показывает, что истинную близость не нужно демонстрировать, ее просто чувствуют, она жива в том, как они понимают друг друга, в том, как они знают, когда приблизиться, а когда дать пространство. В мире, который часто требует мгновенных ответов, Тэкук напоминает, что не все прекрасные вещи нуждаются в объяснении, в некоторых вещах достаточно верить, достаточно чувствовать и достаточно уважать. Они выбрали идти бок о бок, не для того, чтобы быть понятыми всеми, но чтобы быть верными тому, что у них есть, и именно в этом заключается их сила. Тэкук — это не о заявлениях, это о преемственности, о двух душах, которые постоянно возвращаются друг к другу, в своей суете, в своей усталости, в своем молчании. И пока они все еще ищут друг друга теми же глазами, все еще делят одно и то же пространство с тем же комфортом, все еще смеются так же, эта история будет жить дальше. Не как слух, не как спор, а как история двух душ, нашедших дом друг в друге.